Приветствую вас, друзья! Это топ-20 глобальных обманов человечества. Этот ролик специально сделан максимально коротким, но в описании к этому видео вы можете найти множество интересных ссылок к каждому пункту. Поехали! Производители алкоголя и табака, а иногда даже государства, убеждают людей, что пить и курить – это норма, а если алкоголь и табак качественные, то вред от них и вовсе не велик. Но на самом деле никотин и этиловый спирт безвозвратно разрушают клетки головного мозга, а у женщин также повреждают яйцеклетки в яичниках. Поэтому от вредных привычек люди постепенно тупеют и рожают детей-инвалидов. Многим представляется, что сбалансированное питание, о котором каждый день говорят по телевизору, придумали исследователи в лабораториях. На самом же деле, в середине 19 века ученые попросту договорились принять за нормальный рацион среднее количество продуктов, потребляемое средним жителем Германии. Эти значения теперь выдают за обязательную норму для всех людей. Сейчас почти каждый считает, что мясо и соль просто необходимы организму. Но еще в начале 16 века Леонардо да Винчи открыл, что больше половины людей умирают преждевременно от холестерина, который содержится в животных продуктах. Прошли века, но в мировой статистике смертности ничего не изменилось, и мясо убивает миллионы людей. Что же касается соли, то человеческий организм способен усваивать только органические соединения, а все остальное либо выводится, либо откладывается в тканях и приводит к болезням и камням в почках. Поэтому соль вредит вам, даже когда находится в минеральной воде, и чем чище вы пьете воду, тем лучше для вас. Принято считать, что сердце отвечает за движение крови по организму, но это не совсем так. В природе животные постоянно двигаются, и их мышцы стимулируют кровоток в венах и капиллярах, а сердце выполняет лишь основную часть работы. В современном же обществе, как правило, человек в течение дня почти не двигается, поэтому кровь почти не циркулирует, и по многу лет наши ткани страдают, болеют и отмирают от обедненного обмена веществ. В школе преподают не настоящую историю нашей планеты, а забавные сказочки, которые относительно годятся как источник информации, когда речь идет, например, о Наполеоне или Гитлере. Но большинство серьезных вопросов из нашего прошлого академическая наука совершенно преступным образом не пропускает в массы. Давно найдены и изучены следы древних египтян в Австралии, откопана коллекция из 25 тысяч фигурок, изображающих людей с динозаврами, найдены древние строительства, которые не под силу современной техники. Но обо всем этом вы не узнаете в школе. Нас с детства учат, что автомобиль ездит только на бензине, бензин делается из нефти, а она заканчивается и поэтому дорогая. Но на самом деле не только автомобиль может ездить на водороде, спирте и даже на дровах, но и разработано множество технологий, позволяющих получать и накапливать энергию солнца, ветра, морских волн и так далее. Все это может позволить людям существовать свободно и не платить за топливо, но владельцы энергоресурсов делают все возможное, чтобы пресечь такие устремления. Многие считают, что голодающее население некоторых стран – это неизбежное явление, связанное с климатом и почвами. Но на сегодняшний день человечество обладает достаточным количеством технологий, чтобы побороть голод и нищету во всем мире. Вот только одних технологий недостаточно, нужна еще кооперация и тесное сотрудничество между народами. Но, к сожалению, так повелось, что правители государств в основном думают о войнах и личной выгоде, поэтому благополучную жизнь наше общество увидит еще не скоро. Мало кто задумывается об этом, но столь привычная нам жизнь на суше никак не может сравниться с тем, что происходит в морских глубинах. Для сравнения, золото, растворенного в мировом океане, примерно в 2 раза больше по объему, чем все, что когда-либо построил человек. Все слои океанов наводнены загадочными обитателями, которых водолазы и батискафы не изучили даже на 1%. Большинство глубинных животных никогда не видели даже солнечного света и не подозревают, что бывает солнце и жизнь на суше. Они живут своей жизнью, и мы пока лишь робко пытаемся с ней познакомиться. Принято считать, что внутри страны всеми вопросами занимается правительство и народ, и больше никто в этом процессе не участвует. На самом же деле мировые банковские системы, такие как, например, Федеральная резервная система США, печатают деньги в любом количестве, дают их или не дают разным правительствам по своему настроению и сужают их под процент, порабощая целые народы. В то же время в конституциях и США, и России написано, что само государство не имеет права печатать собственные деньги. Таким образом, привычные нам правительства – это лишь аналог подставных фирм, которые изначально были созданы только как прикрытие для истинных центров управления. Христианское летоисчисление, которое нам так привычно, было насильно внедрено в России всего 300 лет назад Петром I. Оно фокусирует внимание людей только на последних 2000 лет истории и навязывает людям мысль, что все в этой жизни измеряется от рождения Божьего Сына Иисуса Христа. Это хороший инструмент для манипулирования.
Ну а по исконно-славянскому календарю сейчас лето 7523 от сотворения мира в Звездном храме. Имеется в виду подписание мира после Большой войны с восточными племенами. Телевидение, радио и газеты никогда не являлись инструментом донесения до вас полезной информации. Любой телеканал всегда кому-то принадлежит, и владельцы используют этот мощный инструмент влияния, чтобы максимально продвинуть свои интересы. Большинство из вас поступили бы на их месте точно так же. И хоть у новостного выпуска 100 раз официальная заставка, вы можете купить точно такой же канал, рассказывать на нем почти все, что захотите, и вам будут верить. Если хотите развиваться, не допускайте присутствия телевизора в своем доме. Большинство родителей считают, что ребенок лет до 12 должен жить в сказочном мире, полном любви и заботы, а потом за несколько лет превратиться во взрослого человека. Но подробные исследования давно показали, что психика и мировоззрение ребенка формируются в первые несколько лет жизни. Поэтому если родители не разговаривают с ребенком всерьез, балуют его и просят не лезть в их взрослые дела, то из такого ребенка вырастет безвольный потребитель, которого все зовут тряпкой и который всегда будет в глубине души озлоблен на этот ужасный трудный мир с его заботами, ответственностью и страхами. В обязательность института, а уж тем более школы, свято верит подавляющая часть людей. Тем не менее, многим известно, что богатство большинства миллионеров не зависит от их образования, что, используя YouTube, можно научиться чему-то в 100 раз быстрее, чем в школе, и что даже двойное высшее образование, как правило, не поможет устроиться на желаемую работу, а отдать ради этой попытки придется 10 лет жизни. Успешные люди изучают все, что им нужно, удобным способом и по мере необходимости, и не обращают много внимания на систему общественного образования. Большинство людей полагает, что развитие денежной системы на Земле происходит естественным путем, и пока ничего не придумали лучше, чем сегодняшняя финансовая система. Но на самом деле уже давно придуманы альтернативные способы товарно-денежного обмена, которые показали свою феноменальную эффективность и внедрены во многих странах на местном уровне. В России же такие практики официально признаны незаконными, и гражданам остается только ждать, куда их приведет правительство и Центральный банк. Человек, как правило, не испытывает никаких угрызений совести за то, что выращивает, убивает и рубит на куски миллиарды животных, ведь они якобы неразумны и являются для нас обычной собственностью. В то же время мы мечтаем, что если нас навестит более развитая инопланетная раса, то пришельцы должны терпеливо вести с нами переговоры и признавать наше право на эту планету и ее ресурсы. Это очень эгоистичная позиция, и остается лишь надеяться, что мы еще увидим времена, когда люди будут почитать животных как самих себя. Авторское право выглядит разумным для современного потребителя, так как оно поддерживает красивую мечту о том, что можно что-нибудь изобрести или сочинить и всю жизнь получать за это деньги. Но когда такое в действительности происходит, то одному человеку хорошо, а миллионы других могут пользоваться изобретением только за деньги и по разрешению. Таких случаев известно немало, и это очень сильно тормозит технический прогресс человечества. В справедливом обществе, где возвышение над ближним никого не интересует, все изобретения должны немедленно публиковаться и становиться общественным достоянием. Периодически в течение жизни люди наталкиваются на обстоятельства, которые заставляют задуматься о существовании Бога. Но совершенно понятно, что если существует высший разум, управляющий Вселенной, то можно жить с ним в гармонии, не прибегая к посредничеству религий. Посредники Бога заставляют людей пить вино в храмах или рисовать на лбу красную точку, при этом заявляя, что только их обряды являются единственно верными. Но всего лишь поступая по чести и по совести, вы проживете праведную жизнь и не разгневаете Бога, верите вы в Него или нет. В демократических государствах личные права и свободы принято считать наивысшей ценностью. Однако все трудные задачи человечество решает не поодиночке, а сообща, в коллективе. И тысячелетняя практика показала, что команда тем эффективнее, чем больше в ней самоотречения, дисциплины и приверженности в первую очередь общему делу. Словом, культ личных свобод, являясь симпатичной заявленной ценностью, на самом деле расшатывает общество и делает его слабым перед лицом великих задач. В течение всей истории нашей цивилизации у всех народов женщины были вынуждены прятать свои тела под строгой плотной одеждой, потому что было замечено, что женская красота немедленно отвлекает мужчин от полезного труда, вызывает ссоры, ненависть и тяжкие преступления. И лишь полвека с небольшим назад, когда силы ядерного сдерживания привели мир в относительный баланс, а развитые страны решили проблемы с продовольствием, жизнь стала более беспечной, и мы позволяем себе то, что раньше было просто немыслимо.
Таким образом, мы живем в сытости и безопасности, но погрязли в культе пошлости и разврата, порождая зависть, месть, разводы и воспитывая психически травмированных инвалидов. Ну и самый опасный и никому неизвестный обман, который пролил более всего крови в течение нашей истории, это миф о том, что кроме добра существует также зло, и с ним обязательно нужно бороться. Изначально зло как понятие появилось в речи человека, чтобы передать негативное отношение рассказчика к событию. Но затем были сформированы огромные идеологические концепции, гласящие, что есть добро и зло, рай и ад, Бог и дьявол, и с тех пор лидерам достаточно было заявить, что на другой стороне находится зло, и разъяренная толпа шла убивать кого угодно. На самом же деле, как тень есть отсутствие света, холод есть отсутствие тепла, так и зло является лишь отсутствием добра. И как тень можно победить лишь лучом света, так и зло исчезает, если его замещают добром. Поэтому если человек беспокоится, что где-то что-то происходит совсем неправильно, то подход должен быть только созидательным – учить, лечить, помогать, строить. И тогда нас всех ждет благополучие. А пока мы застряли в порочном круге ложной идеи добра и зла, и с помощью одной хорошо написанной речи людей можно заставить стрелять друг в друга. Это был топ-20 глобальных обманов человечества. Пользуйтесь ссылками в описании и спасибо за просмотр.